Намаскар, дорогие друзья, мы добрались уже до 8-го видео, за что примите мой поклон. Вы медитируете, вам большая благодарность за то, что вы меняете себя в лучшую сторону, и таким образом мир тоже меняется в лучшую сторону. Сегодня я хочу вернуться к предмету концентрации. Концентрация – это ключевая вещь. Мы уже говорили во 2-м уроке о концентрации, была вот эта вот ромашка медитации. И я надеюсь, было абсолютно ясно, почему концентрация важна. Концентрация, она активирует все высшие способности нашего ума. Если есть концентрация, ты богач. Нет концентрации, ты беден. Есть концентрация, у тебя есть все, абсолютно. Концентрация, как вы помните, зависит от 2 факторов. Первое – способность пребывать в осознанности. Второе – волевая способность. Есть у тебя сила воли, ты можешь достичь концентрации. Есть у тебя осознанность, ты можешь достичь концентрации. Есть у тебя оба, у тебя будет идеальная концентрация. Сегодня я хочу ввести новый метод в практике, который позволит вам улучшить и осознанность, и волю. И это использование счета в медитации. Я сам время от времени этот метод использую. Ваше домашнее задание будет использовать этот метод в течение 2 недель. 2 недели вот этот урок вам нужно будет отрабатывать. В чем его суть? То есть мы повторяем мантру. Точно так же медитируем, как объяснено в 1-м уроке. Мы медитируем, но когда мы повторяем мантру, мы ставим себе задачу. Сегодня я повторю мантру 5 раз подряд. Если в этой дистанции повторения 5 мантр была допущена какая-то посторонняя мысль, я сбрасываю счетчик на 0 и начинаю заново. Ну, например, мантра 1, мантра 2, мантра 3. А что сегодня будет на ужин? 0. Снова начинаешь. Мантра 1, мантра 2, мантра 3. А транспорт до какого времени ходит? 0. Счетчик опять на 0 сбросил. И так далее. Мантра 1, мантра 2, мантра 3. Держись, еще 2 мантры. 0. Для меня это подобно игре в дротики. Играли когда-нибудь? Вот висит мишень на стене, и ты бросаешь свои вот эти дротики, дартс, и стараешься ударить в десятку. Но они все время попадают мимо десятки. И ты вот силишься, ты прям вот откалибровываешь, да, то есть настраиваешь свою нервную систему и пытаешься свой прицел отрегулировать так, чтобы ударять именно в десятку. И вот подобным образом, и это захватывает, то есть можно взять и 2 часа кидать эти дротики. Запросто. Потому что это психология человека. Когда ты в чем-то совершенствуешься, и ты понимаешь, что сейчас вот в этой попытке я постараюсь сделать лучше, чем в предыдущей попытке, ты получаешь, тело твое дает тебе гормоны радости. Ты чувствуешь себя очень приятно от этого. Точно так же здесь. Вот есть у тебя цель 5 раз подряд мантру повторить и при этом ни разу не прерваться. Делаешь, сорвалось, не получилось. То есть, почему сорвалось? Утратил осознанность. И разум унесло куда-то. Восстанавливаешь, да что ж такое-то, почему я даже 5 раз не могу повторить? И снова ты снова пытаешься. И ты увидишь, как внутри тебя постепенно вот эта внутренняя сила пробуждается. У тебя возникает намерение. Ты говоришь, нет уж, я это сделаю. Я это обязательно сделаю. И ты начинаешь действительно делать это изо всех сил. Я имею в виду, не надо напрягать свое тело. Тело должно быть расслабленным. Но внутри ума ты вот ищешь вот это состояние абсолютного спокойствия, абсолютной собранности. И в нем ты идешь дальше и дальше и дальше по времени в своей осознанности. Дольше и дольше делаешь эту осознанность. Вот это очень мощная практика. Поначалу люди могут сказать, ой, да что там эти 5 раз мантру повторить, это расплюнуть.
это только потому, что люди не осознают, что происходит в их уме. Я вам скажу, даже вот спустя 20 лет, 21 год регулярной медитации, если быть идеально придирчивым и вот, по-хорошему вот, добиваться абсолютного идеала, я даже спустя 20 лет не могу 5 мантр произнести. Чтобы идеально. Потому что я вижу внутри ума массу волн, массу микродвижений. Большинство людей, они скажут, я спокоен. Да, 20 лет медитировал, не может 5 мантр произнести. А я вот могу, например. Да, нет. Когда ты начинаешь видеть, что в разуме происходит, когда вот ты видишь все вот эти вот микроколебания, и ты добиваешься глубокого штиля в разуме, но все равно там что-то еще не до конца, не все волны до конца улеглись. И ты стараешься лучше. И это очень сильно захватывает. Это очень интересно. Медитация в этом случае становится интересной. Потому что ты играешь, бьешь в десятку. И действительно наступают моменты, когда, может быть, не полностью. Тебе нужно найти вот это оптимальное состояние. Если ты слишком совершенное, то есть мантру засчитываешь, да? Вот мантру произнес и оцениваешь. Я был сосредоточен на звуке мантры. Я был сосредоточен на идее мантры. Да, преимущественно. Были еще несколько там параллельных каких-то волн, но они были очень маленькие. Хорошо, я засчитываю. И здесь конца и края нет совершенства. Можно себе стандарты выше устанавливать. И тогда эта практика становится более вызывающей, более трудной. Вот. Найдите оптимальный стандарт. Не так, чтобы сидеть там 3 часа и все равно 5 мантр не быть в состоянии произнести. Найдите оптимальный баланс. Вроде бы более или менее я сконцентрирован. Не так, что совсем идеально, но более или менее. Нормально, хорошо, сойдет. Засчитывайте. Но в следующем у вас вот такое более или менее нормальное состояние должно 5 мантр подряд продлиться. Вот тогда вы молодец. Найдите вот эту золотую середину и делайте. А потом 5 мантр повторил, думаешь, дай-ка еще раз. Сейчас я делаю порой медитацию, что я ставлю себе задачу 80 раз мантру проговорить. И у меня 8 дистанций по 10 мантр. И вот я сижу. Самые трудные дистанции – это первые 3. То есть ум по-прежнему связан с внешним миром, он куда-то бежит, что-то там хочет. Когда ты ввел себя в состояние концентрации, уже нету этой никакой беготни, разум очень-очень спокойный. И ты наслаждаешься, это как ракету включают, из ее сопла идет мощный поток углеводородов горящих. Так же, когда ты вошел первые 2 раза, 2 дистанции ты прошел, у тебя внутри включается этот мощный поток силы. И ты наслаждаешься этим потоком. И остаток уже хорошо идет. И вы заметите, что если вы с утра так помедитировали, вогнали себя фактически насильно, вогнали себя в это состояние концентрации, в течение дня все ваши задачи решаются очень эффективно. Потому что вы предельно сосредоточены на цели. То есть ум изучил этот трюк, как быть сосредоточенным на цели. То есть мне придется все неважное отсеять. Иначе он скажет, у меня есть работа, но тут какие-то новости интересные в соцсетях, тут еще что-то, тут еще что-то. И он будет, день прошел, ничего не сделал. Потому что ум не в состоянии работать. Ты не привел его в состояние. Он говорит, я не в состоянии. То есть ему нужно войти в состояние. И ты с утра поработал, привел, это такой фитнес для ума. Мускул его простимулировал, все, он готов теперь день прожить эффективно. Это очень важный метод. Научитесь ему, примите этот вызов, поставьте себе задачу. Как минимум 5 раз подряд я смогу мантру в течение всей медитации произнести. Но так, чтобы без прерываний. Это ваша
домашнее задание. На следующем уровне поговорим о том, как при помощи тела, как при помощи различных йоговских методов сбалансировать гормональную секрецию, привести под контроль эмоции и опять же увеличить концентрацию. Опять будем заходить с телесного уровня. Все, спасибо большое за просмотр. Тренируйтесь в идеальной концентрации. Намаскар.